Друзья, привет! В этом видео мы будем сравнивать с вами по скорости производства пасеку, магическую пасеку и большой улей. Значит, давайте рассмотрим несколько ситуаций. Значит, я поступлю следующим образом. Значит, я собрал различные схемы, да, там большой улей, там пасеки и магические пасеки с различными параметрами. Я одновременно положу пчел с одинаковыми генами в эти пасеки, и через какое-то время мы сравним их по выпуску продукции, чтобы понять, соответственно, где у нас больше будет скорость производства, где меньше. Так, давайте подробно рассмотрим ситуации. Значит, первый кейс — это у нас просто большой улей. Здесь никаких рамок вставить невозможно, бустеры никакие не действуют, поэтому просто большой улей. Это первый кейс. Второй кейс — это обычная пасека без рамок. Да? То есть обычная пасека без рамок. Кейс номер 3 — это пасека будет у нас уже с рамками. Кейс номер 4 — это магическая пасека просто. Значит, Magic API. Кейс номер 5 — это магическая пасека с проверенными рамками. Так, и здесь два еще кейса отдельно. Это у нас с бустерами, которые я запитал на AIR, да, которые должны давать нам ускорение по производству продукции. К сожалению, на серверах эта штука лагает, не работает. Ну так, работает, но с лагами. Но мы тем не менее рассмотрим это для интереса. Значит, здесь у нас просто магическая пасека с бустером. Здесь у нас магическая пасека с бустером и еще с рамками. Значит, вот такие вот 7 кейсов. Давайте одновременно положим во все эти приспособления наших пчел и через какое-то время, значит, проверим, сколько у нас будет продукция. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Все, я на какое-то время отключусь и, соответственно, потом посмотрим, сколько у нас продукция выйдет. Времени я возьму побольше, то есть, может быть, даже где-то полчаса-час, специально, чтобы у нас статистика получилась как можно более объективной. Пчелу я взял, соответственно, с очень хорошим геном на производство сот, соответственно, опять же, чтобы как бы нам легче было сравнивать. Итак, прошло примерно полчаса. Так, ну и давайте проверим, что у нас здесь. Давайте для начала заберем всех пчелок, чтобы они больше не производили продукцию, и будем сравнивать, какой у них там выход получился. Так, здесь тоже надо забрать, и здесь забираем. Все, пчелок мы забрали, и давайте будем смотреть, что у нас получилось. Так, в большом уле у нас получилось 40, соответственно, сот. Давайте это запишем. Так, 40. Дальше в пасеке, в обычной, без рамок, аж целых 3 соты. Понятно. Далее, значит, пасека с рамками у нас 33. Неплохо. Так, далее, магическая пасека без рамок 37. Запишем. Так, значит, магическая пасека с рамками. Так, получается у нас 64 плюс 9, 6, 73, да? Надеюсь, не обсчитался. 73. Так, здесь посчитаем. Получается, так, 6, тоже 73, да? Так, здесь у нас, что интересно, тоже 73. Любопытно, да? Очень любопытно. Так, давайте все это выпишем и сделаем для себя определенные выводы. Так, ну давайте, наверное, с конца начнем. На что я сразу обратил внимание, что вот в магической пасеке с рамками, магической пасеке без рамок и с бустером, и магической пасеке с бустером и, соответственно, с рамками одинаковое количество продукции. То есть получается, что для производства вот такой вот магической пасеки есть определенный предел, да, который мы можем достичь, либо поставив в нее рамки, да, либо запитав бустером, вот, и все. Дальше уже не важно, то есть если мы даже запитаем и бустером, и рамками, то мы уже все равно находимся на пределе. То есть есть 3 варианта, да, чтобы максимум из нашей пасеки выжить, в принципе. То есть либо использовать магическую пасеку с рамками, либо магическую пасеку запитать, соответственно, бустером. Все. Ну, использовать рамки и бустер — это уже получается избыточно для нас. Это, по всей видимости, для нас дает максимальный выход по производству, да. А что касается остальных кейсов,
так, если сравнивать, например, магические, соответственно, пасеки с большим ульем. Ну, само собой, если мы используем рамки, да, там или бустер, то у нас получается выход, ну, не в 2, чуть-чуть не дотягивает до 2 раз, да, выход, ну, там 1,6, 1,7, наверное, раз, 1,8, может, примерно так. Соответственно, выход будет больше. Если же мы используем просто магическую пасеку без рамок, то получается мы, ну, примерно получаем сопоставимый выход, как вот в большом улье. То есть большой улей чуть-чуть больше дает выход, чем магическая пасека без рамок. Вот. Ну, это достаточно здорово, да, потому что мы, получается, если будем пользоваться такими магическими пасеками, то мы получаем выход, ну, сопоставимый с производством в большом улье, да, и при этом там не заморачивайся с такой огромной конструкцией, вот, и так далее. Тем более на сервере, например, где я играю, есть ограничения на такие большие ульи, их всего 6 штук можно, а у таких пасек можно 24, поэтому это здорово. Этот вывод меня радует, то, что они почти что равны между собой по выходу. Но что касается пасеки с рамками, да, то она тоже по выходу, например, смотрите, тоже коррелирует примерно, ну, на самом деле, чуть-чуть слабее. Вот пасека обычная с рамками дает немного меньше выход, чем большой улей, да, что интересно, то есть большой улей дает даже больше выход, чем пасека с рамками. Это тоже круто. А если сравнивать пасеку с рамками и обычную магическую пасеку без рамок, то магическая пасека даже больше производит, что любопытно, да? То есть если с рамками не хотим возиться, опять же берем просто магическую пасеку, и она дает столько же, сколько здесь вот, даже больше, чем вот с рамками. Вот так вот. Но если еще и рамки положить, то вообще пипец. Так, ну и, соответственно, совсем печально, если мы просто используем пасеку без рамок. Это вообще что-то совсем мало. Тут в 10 раз меньше выход, чем у пасеки с рамками, и, соответственно, вообще там в 20 с лишним раз меньше, чем там у магической пасеки с рамками. Вот такие вот результаты мы получили. Отсюда можем делать определенные выводы для себя, да, что нам лучше использовать. Если для вас это видео было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. В комментариях пишите свои замечания, рекомендуйте видео друзьям. Жду вас в следующих сериях. Пока.